мы подошли к одному из самых важных разделов эзотерической психологии. Мы уже выяснили, что известная нам индивидуальность представляет собой личность, личину, а не истинное «я», которое остается нам неведомым на протяжении всей жизни, пока мы не узнаем о его существовании благодаря эзотерическому научению и воспитанию. Личность как таковая может быть разделена на две части – ложную личность и личность в собственном смысле слова. Согласно системе Гурджиева, ложная личность составляет большую часть того, что мы считаем своей личностью, и складывается из всех тех элементов, которые наполняют наше «я» – гордости, тщеславие, воображение и т.п. Напротив, личность в собственном смысле слова – это та часть личности, которая развивается в процессе жизни благодаря образованию, профессиональной деятельности, воспитанию и разного рода обучению. Короче говоря, личность в собственном смысле – это та часть личности, которая представляет подлинную ценность в качестве результата нашей жизни и благодаря которой мы познаем секреты существования. Она включает в себя все склонности, способности и достоинства, которые мы можем обрести или развить в течение жизни. Собственно, личность – это нечто в самом деле ценное, хотя она и не является частью истинного «я». С другой стороны, ложная личность, то есть та часть личности, в которой мы проводим большую часть жизни, не представляет для нас истинной ценности. В процессе эзотерического воспитания эта ложная личность подлежит ослаблению. Иными словами, ложная личность – наш главный противник, который притаился внутри нас в постоянной готовности разрушить и уничтожить любое наше достижение на нелегком пути становления подлинным человеком. А теперь о сущности. Человек от рождения обладает тем, что система называет сущностью, полагая ее выражением нашей истинной натуры. Личность начинает развиваться сразу после рождения благодаря воспитанию, образованию, обучению, подражанию старшим и так далее, но это не сопровождается соответствующим ростом сущности. Несмотря на то, что человек взрослеет, сущность его остается в младенческом состоянии. Она может оставаться в этом состоянии всю жизнь, даже если человек обрел известность на каком-нибудь поприще, которому он себя посвятил. Короче говоря, рост личности и сущности не взаимосвязан. Напротив, чем больше на личности развивается нарост ложной личности, тем меньше возможностей для роста сущности. В результате наша естественная природа оказывается полностью подавлена ложной личностью, и это происходит с абсолютным большинством так называемых цивилизованных людей. У людей более первобытного склада, у которых ложная личность развита слабо, может наблюдаться некоторый рост сущности. Это происходит у людей, живущих близко к природе или занятых творческим трудом. Их сущность имеет некоторые возможности для роста, но также весьма ограниченные. Только в результате эзотерического воспитания мы действительно понимаем, в чем дело, и начинаем придавать меньше значения личности, особенно ложной личности, вкладывая в нее меньше сил, но посвящая их вместо этого построению и развитию своей сущности. Говоря языком системы, сущность должна расти за счет личности, то есть мы должны стараться сделать личность пассивной, создавая тем самым возможность для все более полного проявления в нашей жизни истинного «я». В результате ложная личность постепенно слабеет. В ней нет ничего хорошего, и она должна быть искоренена, но лучшие черты истинной личности могут быть использованы для роста сущности и развиваться в качестве умений и способностей, через которые последняя может выражать себя. Проиллюстрируем этот процесс на примере яйца, состоящего из желтка, белка и скорлупы. Если мы представим ложную личность как твердую скорлупу, а личность как белок, то увидим, что для превращения в живую птицу желток, сущность, должен не только съесть белок, личность, но и разрушить скорлупу. То же происходит и с нами, если мы хотим стать действительно живыми людьми, а не той пародией на них, каковой сейчас являемся. Даже если кажемся в своих глазах и глазах других людьми значительными и преуспевающими. Мы пытаемся показать читателю необходимость такого отношения к себе, которое вытекает из взаимоотношений между личностью и сущностью. Для роста истинного «я» личность должна быть приведена в подчиненное положение, а ложная личность подавлена. Говоря о личности, важно указать, что в системе Гурджиева возникает большое напряжение в связи со следующим моментом. Для вхождения в систему человеку предварительно требуется достичь положения так называемого «хорошего домохозяина», то есть он должен успешно зарабатывать средства к жизни, свидетельствуя тем самым, что в состоянии справляться с проблемами повседневного существования и отвечать за выполнение взятых на себя обязательств.
Человек, не способный совладать с обычной жизнью, считается не готовым к системе, ибо пока он не продемонстрирует определенного умения во внешних предприятиях, его нельзя отнести к тем, кто способен выработать надлежащее умение в управлении собой и своими внутренними делами. Это положение находится в резком противоречии с воззрениями многих эзотерических систем, которые нередко говорят, что чем больше человек не способен жить обычной жизнью, тем больше у него шансов для истинного эзотерического развития. Последнее предполагается полностью оторванным от обычной жизни. Система, о которой мы говорим, не разделяет этого взгляда. Она категорически утверждает идею хорошего домохозяина в качестве предварительного условия эзотерического развития. С учением о хорошем домохозяине связано и другое учение о существовании так называемого магнитного центра, о котором будет сказано ниже. Множество людей, потерпевших жизненное фиаско, пытаются найти спасение в некоем более идеалистическом образе жизни. Они находят обычную жизнь для себя слишком затруднительной и надеются облегчить свою участь путем приобщения к нематериальным источникам жизни. Но этот метод, несмотря на его эффективность в качестве одной из форм ухода от действительности, никогда не приносил успеха в плане истинного внутреннего развития. Уход от жизни и настоящий эзотеризм – это полярные противоположности, в чем убеждается каждый, кто пытается освоить систему. Истинное развитие требует суровейшего реализма по отношению к себе, и в этом процессе нет места уходу от действительности. Тот факт, что прежде, чем пытаться освоить систему Гурджиева, надо стать хорошим домохозяином, отвращает от нее многих молодых людей. Так и должно быть. Прежде, чем человек сможет работать над личностью, особенно ложной личностью, должно пройти много лет, в течение которых ее черты могли бы развиться и вызреть. У очень молодых людей для этого, как правило, просто не было времени. В личностном плане они находятся на эмбриональной стадии развития. И дело не в том, что мы считаем развитие личности самоценным, хотя лучшая часть личности, несомненно, представляет определенную ценность. Сущность может расти только за счет личности, поэтому если развитой личности нет, сущности развиваться некуда. Это очень важная часть учения Гурджиева. Другой важный момент состоит в следующем. Обращаясь к системе, многие люди думают, что могут дополнить ею свою личность. Они думают, что могут оставаться такими, какие они есть, и, работая над собой, в дополнение к этому развиться эзотерически. Но это совершенно исключено. Суть эзотеризма в том, что мы должны изменить себя, то есть стать другими существами. Мы не можем сделать этого, храня верность своей прежней личности. Чтобы превратиться в подлинное «я», личность должна подвергнуться радикальной переработке. Это еще одна сторона системы Гурджиева, которая заметно отличает ее от псевдоэзотерических систем. В таких системах личность продолжает надстраиваться без подавления, так что духовная гордыня добавляется к той гордыне, тщеславию и самомнению, которые уже составляют значительную часть ложной личности. Многие последователи восточной религиозной философии слышали о конфликте между низшим «я» и высшим «я» в борьбе за подлинное внутреннее развитие. По их мнению, эта борьба происходит внутри личности, лучшие ее качества борются против худших качеств и в конце концов полностью их побеждают. Если мы хоть раз соприкоснемся с системой, то поймем, что эта точка зрения совершенно неверна и служит причиной неудачи многих серьезных искателей. На самом деле нет конфликта, с которым следовало бы бороться в границах личности. Это ошибочная концепция, мы не должны бороться за духовный прогресс. Все, что в наших силах, это пытаться делать личность как можно более пассивной, одновременно развивая и активизируя беспомощную сущность. Благодаря этому истинное «Я» даст почувствовать свое присутствие в нашей жизни. Истинное «Я» – это ключ ко всей проблеме. Оно уже там, на своем уровне, даже если мы не сознаем его существование. Сознавание его существования и служит тем действием, которое в конце концов позволит истинному «Я» активно войти в нашу жизнь. Мы не можем сделать себя совершенными. Истинное «Я» уже совершенно – это наша связь с Божественным. Оно ждет случая, чтобы войти в нашу жизнь. Благодаря нашей работе над личностью это чудо случится. Оно произойдет по своим собственным законам. На эти законы невозможно повлиять ни борьбой, ни какого-либо рода деятельностью.
Все, что мы можем сделать, объединить с ними свои усилия сделать личность пассивной, как это описано в системе. Таким образом, ситуация радикально отличается от того, как ее обычно понимают люди, которые изучают восточную религиозную философию, не имея настоящего ключа. Эту ошибку в различных формах допускает и подавляющее большинство последователей ортодоксальных религиозных вероучений. Они также верят, что должны бороться за спасение. Но дело вовсе не в борьбе. Дело в том, чтобы в нашей жизни возобладало истинное «Я». Это благая весть узнать, что истинное «Я» уже здесь, совершенное и цельное, готовое взять власть, как только вы создадите для этого благоприятные условия. Вызывайте мысли о нем на поверхность сознания по многу раз на день, и вы будете вознаграждены. Этому служит учение о самопомятовании, играющее такую важную роль в системе. Нам надлежит почаще вспоминать себя в течение дня, в напряжении и конфликтах ежедневных дел. Это и есть наше истинное «Я», о котором мы обычно не думаем, пребывая под гнетом личности. В завершении этой главы о личности и сущности упомяну о еще двух важных положениях системы Гурджиева. Это учение о центрах, а также о номер 1, 2 и 3 согласно системе Гурджиева. У каждого из нас имеется умственный и эмоциональный центр. Каждый из этих центров разделен на 3 части – внешнюю, среднюю и внутреннюю. Умственный центр имеет дело с мыслью, эмоциональный – с чувством. Существует также инстинктивно-двигательный центр, связанный с вопросами поддержания тела, движения, активности и так далее. Умственный и эмоциональный центры разделены на высшую и низшую части. У обычных людей высший умственный и эмоциональный центры почти не задействованы. Каждый из них вполне активен на своем уровне, но мы никогда не знаем, что они нам говорят или приказывают, так как наша личность не дает нам их услышать. Одна из главных целей эзотерического воспитания – сделать нас способными сообщаться со своими высшими умственным и эмоциональным центрами, чтобы дать им возможность руководить нашими мыслями и чувствами. Учение о человеке номер 1, 2 и 3 состоит в том, что каждый человек полагается в своей жизни преимущественно на физическое, эмоциональное или умственное начало, то есть что мы живем главным образом одним из своих центров. Некоторые из нас относятся к инстинктивно-двигательному типу человека, человек номер 1, другие к эмоциональному типу, человек номер 2, третьи к умственному типу, человек номер 3. Таким образом, мы склонны жить односторонней жизнью, что, в частности, затрудняет взаимопонимание между людьми разных типов. Цель системы – создать внутренне уравновешенного человека номер 4, то есть человека, все центры которого развиты и работают в полной гармонии. Высший умственный и эмоциональный центры у него также полностью задействованы и координируют все виды деятельности. Система упоминает еще об одном центре – магнитном. Говорится, что воспринять систему и почувствовать к ней тягу могут только люди с таким центром. Поскольку они ясно ощущают бессмысленность и пустоту обычной человеческой жизни, их влечет к чему-то иному. У среднего человека нет магнитного центра, и поэтому система для него ничего не значит, даже если ему все старательно объяснить. Он, конечно, не удовлетворен своей жизнью, но лишь постольку, поскольку недополучил от нее то, чего хотел, например, денег, положения, власти и так далее. Напротив, люди с магнитным центром чувствуют, что такого рода ценности не способны дать им истинного удовлетворения в принципе, и поэтому ищут более достойных целей, таких, о которых говорит эзотеризм звездочка. Магнитный центр – метафора ярко выраженного и устойчивого стремления к росту, как бы притягивающего человеку различные развивающие ситуации и обстоятельства, а по сути позволяющего ему воспринимать их таковыми. Учение о центрах, а также о человеке номер 1, 2 и 3 проливает свет на обычное человеческое поведение. Так как центры по большей части функционируют неправильно, это порождает привычную нам картину однобокой и беспорядочной жизни, характерной для подавляющего большинства людей. Чтобы стать гармонически развитым человеком номер 4, нужно вступить на 4-й путь, что является другим названием системы. Выражение «4-й путь» используется потому, что до сих пор искателям духовного развития были доступны только 3 пути. Один путь факира, который работает преимущественно над своим инстинктивно-двигательным центром. 2 путь монаха, который работает над эмоциональным центром. 3 путь йога, который работает над умственным центром.
Согласно системе Гурджиева, человек должен работать над всеми этими центрами одновременно. Это четвертый путь.